Приветствую вас на моем канале. Сегодня свяжем такой классный комплект снуд и шапочку. Вязать я буду на девочку 6 лет. Объем головы 50 сантиметров. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать новые видео. Вязать я буду из Alize Superlana Maxi в составе шерсть и акрил на 100 метров 100 грамм. Цвет у меня называется капучино, номер 207. Спицы номер 6. Нам понадобится две мерки: окружность головы и глубина шапочки. Окружность головы у меня 50 сантиметров, глубина шапочки 35 сантиметров. То есть высота шапочки у меня должна быть 17,5 сантиметров. 35 пополам. Но я хочу удлиненную макушку. Буду провязывать 20 сантиметров от начала шапочки и потом закрывать петельки. Сколько петель нам нужно набрать? У меня на 10 сантиметров плотность моего вязания 12 петель. То есть в одном сантиметре 1,2 петли. На 50 сантиметров у меня получается 60 петель. Я вычитаю 15% на растяжение шапочки. У меня остается 51 петля. Округлю до 50, так как мне нужно четное количество. Соответственно, для шапочки будем набирать 50 петель. Оставляем небольшой кончик нити и обычным способом набираем на спице 50 петель. Следим за тем, чтобы косичка наборного ряда у нас нигде не перекручивалась, смотрела в центр круга. Набираем плюс 1 петлю для замыкания вязания в круг. Петельку с левой спицы переносим на правую. Накидываем на нее петлю с правой спицы. Затягиваем нашу соединительную петлю и возвращаем ее на левую спицу. Начинаем вязание резиночкой 1 на 1. 1 петля лицевая, 1 петля изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная. Так до конца ряда. Я дошла до конца ряда, начало ряда там, где кончик. Продолжаем вязание резиночкой. Над лицевыми вяжем лицевые, над изнаночными изнаночные. Лицевые провязываю за переднюю стенку, изнаночные за заднюю, чтобы петельки у нас не скрещивались. И формируется у нас такая резиночка. Провяжем 10 рядов. После того, как провязали 10 рядов, надеваю маркер начала ряда и провязываю все петельки лицевыми. Те, которые у нас были изнаночными, провязываю за заднюю стенку, те, которые были лицевыми, за переднюю, чтобы петельки не скрещивались. Вяжем лицевыми до конца ряда. Во втором и последующих рядах все петельки провязываем за переднюю стенку. И вяжем таким образом лицевыми петельками на нужную нам высоту шапочки. Я провязала 20 сантиметров. Это с учетом нашей резиночки. 20 сантиметров от начала нашей шапочки. Теперь будем уменьшать макушку. Провязываю 1 лицевую, 2 вместе, лицевой за переднюю стенку. Снова 1 лицевую, 2 вместе, лицевой за переднюю стенку. И так до конца ряда. Следующий ряд у нас без убавок. Все петельки провязываем лицевыми.
В следующем ряду снова делаем убавочки. 1 лицевая, 2 вместе, лицевой за переднюю стенку. 1 лицевая, 2 вместе. 1 лицевая, 2 вместе. И так будем чередовать убавочки до тех пор, пока на спицах не останется около 10 петель. Затем отрезаем кончик нити, вставляем в иголочку с широким ушком и пропускаем через наши петельки. Затягиваем, прячем ниточку с изнаночной стороны. Кончик наборного ряда тоже прячем, вставляем в иголочку, уводим наизнанку, пропускаем ниточку между петелек вниз и вверх. Так кончик нити надежно закрепится. Затягиваем, расправляем и отрезаем. Шапочка наша готова. Отправляем ее стираться, потом прикрепим бирочку и помпончик. Такая классная шапочка у нас вышла. Теперь займемся снудом. На снуд я набираю такое же количество петель, как и на шапочку. На спице номер 6 обычным способом набираем 50 петель. Пятьдесят петель набрала, плюс 1 петлю для замыкания вязания в круг. Следим за тем, чтобы косичка наборного ряда нигде не перекручивалась, смотрела в центр круга. Петельку с левой спицы снимаем на правую, накидываем на нее петлю с правой спицы, затягиваем нашу соединительную петельку и возвращаем на левую спицу. Провяжем резиночкой 1 на 1 3 ряда. 1 петля лицевая, 1 петля изнаночная. Вяжем до конца ряда и еще 2 таких ряда. Провязали 3 ряда резиночкой, начало у нас там, где хвостик. Переходим на вязание лицевой гладью. Все петельки провязываем лицевыми. Следим за тем, чтобы петли у нас не скрещивались. Лицевые вяжем за переднюю стенку, изнаночные за заднюю. Во втором и последующих рядах все петельки будем провязывать за переднюю стенку. Вяжем лицевыми петлями на нужную нам высоту снуда. Я провязала 20 сантиметров от начала вязания. Теперь переходим на вязание резиночкой. Вяжем 1 петлю лицевую, 1 изнаночную. Вяжем 3 ряда резиночки, так же, как и в начале. Провязали 3 ряда. Теперь приступаем к закрытию резиночки. Будем закрывать следующим образом. Если перед нами лицевая, делаем накид на себя, провязываем лицевую, накидываем накид на провязанную петлю. Вторая у нас изнаночная, накид от себя. Провязываем изнаночную, накидываем накид и предыдущую петлю. Перед нами лицевая, накид на себя. Перед нами изнаночная, накид от себя. Таким образом закрываем все петельки до конца ряда. За счет накидов закрытие у нас получается эластичным. Мне осталось закрыть 1 петельку. Накидываю накид предыдущую петлю, вытягиваю нить, отрезаю,
Вставляю в иголку с широким ушком. Находим первую горизонтальную петлю, которую мы закрывали. Вводим ниточку под нее и в косичку на изнаночную сторону. Там закрепляем ниточку. Отрезаем кончик нити. Таким же образом прячем кончик наборного края. Пропускаем между петелек вниз и вверх. Наш комплект готов. Очень простой и классный. Снуд надежно защитит шейку малыша. Шапочка у нас тоже вышла красивая и тепленькая. Спасибо вам за внимание. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать новые видео. Будем вязать вместе.